Приветствую вас, дорогие подписчики канала Snakes Room. Сегодня у нас распаковочка. Распаковочка офигительных змей, но логично, потому что я потихонечку хочу сокращаться. Чтобы кого-то купить, это нужно очень сильно их хотеть. Это, как это не буду томить, аргентинский Филадриас барони. Очень важный момент, что это змеи, разрешенные к содержанию. Это семейство ужеобразные. Что вам рассказать бы про этот вид? Когда заходишь в Википедию, там написано почти то же самое, что в большом количестве других источников. Они просто слезали все с Википедии одно и то же и считают, что они рассказали про аргентинского Филадриаса барони. Мне этот вид появился случайно, достаточно давно. И я даже не представлял, что это за вид. Я думал, что это Боланже. Оказалось, нет. И когда я понял подробнее, кто у меня, я очень удивился, потому что они крупнее, чем Боланже, у них другой окрас, у них другая форма мордахи. Но тянуть не будем, потому что малыши ждали того, чтобы мы засняли их, для того, чтобы показать это вам, с вами это все разделить. И данная особь, это у нас вот самка таким образом показывается, это самец. Собственно, для меня главная задача это самка, потому что у меня есть очень красивый, мы его чуть позже покажем, оставайтесь с нами, обалденный, крутой самец. Я не знаю морфофиладриасов, я думаю, что они есть, но, к сожалению, в России то, что они вообще есть, это уже прекрасно, потому что их немногие кто заводят, такой своеобразный вид. А теперь поближе. Мы вам покажем этих очаровательных маленьких зелененьких червячков. Вот так вот он выглядит. Она, девочка, безумная нежнятина. Так, чуть-чуть сбоку, чтобы свет попадал на них лучше. Активные в поведении. Они очень круто. Ты мой хороший. Вот она, кстати, более матовая, чем мои самки и... Как это звучит? Мои самки. И их дети. Смотрит, изучает. У них очень интересная окраска. Сверху они зеленые, как лист. А снизу, вот заметьте, они прям, не белые, но такого кремово-бело-зеленые. Чтобы, когда на них снизу смотрят, чтобы их также не было видно. То есть они максимально приспосабливаются к условиям обитания. Это Боливия, это Аргентина и еще там где-то была одна страна, уже не помню. По размерам, вот этой малышке уже около чуть меньше, чем полгода. Стартуют они, как правило, с мышей. Могут есть, я так понимаю, и ящерица. Поэтому я так удачно сегодня узнал. И любопытно было бы, конечно, это проверить. Стартуют они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ты мой хороший. Давай, только не дай меня сейчас обдавать, потому что, наверное, у семейства ужеобразных, у них есть такая одна опция. Они, когда нервничают, они могут тебя чем-нибудь невкусным обдать. Вот. Для того, чтобы не нервничала, я максимально бережно придерживаю ее, чтобы она больше не выскользнула, но я не сжимаю. То есть, когда змея понимает, что ее никто не схватил, что в целом она в безопасности, она начинает вести себя спокойно. Аргентинские филадриасы по источникам Википедии длину имеют в районе 150-180 сантиметров. Брехня! Все это брехня, потому что с учетом того, что половой деморфизм у них выражен очень ярко, самки крупнее самцов. У меня был самец длиной 2,10. Самец длиной 2,10. Это прям здоровый красавчик был. Обычно самцы, вот как раз размер самцов в районе 150-180 сантиметров. А самки могут быть длиной в районе 2,5 метров. Вот, очень много зависит от кормления, от того, насколько хорошо они раскармливались изначально. Так непривычно. Привык, что у меня все змеи практически везде ручные. Когда змея себя ведет так вот беспокойно, я не понимаю, думаю, как так? Они шустрые,
Но вот у меня руки достаточно гладкие, хоть и не свежевыбритые. Но если он по ней поползет, он, скорее всего, соскользнет с нее. А вот делают они обычно это очень шустро, то есть неожиданно, то есть он сидит, в какой-то момент начинает активно двигаться. И важный момент, очень медленно показать их зрачки. Это дневные змеи. В отличие от удавов и питонов, у них так близко не нужно сильно, чтобы не спугнуть. Я просто с вами впервые его достаю, как вы видите, то есть, все было еще не распаковано. А я не до конца знаю поведение этих малышей. Вот, поэтому я вместе с вами это буду изучать. Они активны в основном днем. Они лазят по деревьям, поскольку это логично, что это древесные змеи. Чего же он классный. Они, когда попадают в новые условия, они максимально настороженные и ведут себя, заметьте, я наклоняю змею, но голова остается на одном уровне, на который она смотрит. Есть у них такая интересная опция. Так, по содержанию. Информацию разную пишут. Тут я вот посмотрел один видос, узнал, что, оказывается, их можно очень хорошо прогревать. Но у меня вызывает это большие сомнения, этот вопрос, потому что все ужеобразные, они не любят высоких температур, насколько я помню. Но я могу ошибаться, но этот момент можно проверить. Это достаточно холодные змеи, то есть температура в 20-22 градуса они выносят, в принципе, нормальные. Если мы скажем про удавов и про питонов, то для них эта температура близка к тому, чтобы они подхватили пневмонию и могли заболеть. Филодриас, вот у меня, допустим, у них часто выключен свет. И когда свет выключен, они более чем прекрасно себя чувствуют. Для того, чтобы переваривать, желательно всегда, чтобы температура была повыше, но в рамках разумного. Кормление малышей, нужно смотреть, как быстро змея прогодится после того, как ее покормили. Я, как правило, кормлю через день, через два после того, как прогодилась. Это в районе раз в 5-7 дней. Чем реже кормить, тем медленнее они, соответственно, растут. Важно не часто и не редко. То есть нужно кормить умеренно, чтобы змея успела переваривать, чтобы не посадить желудок, и не редко, чтобы она достаточно быстро набирала свою массу. Чем они хороши? Это всем. Хотел сказать, где мой телефон. Снимается это на мой телефон. У меня на телефоне уже лет 5 заставка, это голубой аргентинский филодриас. Я так думаю, что сейчас, я, конечно, не знаю, как у меня это получится, эту малышку спрятать, чтобы вам показать. По-моему, она не хочет. Кстати, да, как упаковать змею. Кстати, очень интересный момент. Это очень непростая задача, когда речь идет про активных змей, потому что нам важно очень аккуратно и очень бережно, чтобы змея была без стресса. Погрузить ее. Вот она, к примеру, не очень любит, когда я к ней подхожу. Когда я к ней вообще подхожу. Вот. То есть, когда она понимает, что ее хотят сханерить, она пытается сбежать. Так, мне интересно, как ее упаковывали, потому что филодриасов... Да, очень важный момент, когда вам нужно куда-то змею транспортировать, нужно создать максимально для нее спокойные условия. Может быть, у меня это получится сейчас, но она уже, конечно, сваливает. Маэстро, какие вопросы. Очень важный момент, когда мы ее спрятали, посмотреть аккуратно, вы не посмотрите, а я посмотрю, аккуратно, чтобы нигде не было кончика хвоста, потому что хвост у них очень тонкий, он занимает примерно 1/3 длины тела, это очень круто, то есть это, поэтому я люблю древесников. Красавец! Он у нас парень хоть куда, он у нас уже к барышне отправлялся на спаривание, сейчас пытается залезть, скорее всего, мне под майку.
Как вы видите, змея очень активная. И вам важно понимать, если вдруг вы захотите такую змею себе, что это очень активная змея, которая любит сваливать во все стороны. Хвост. Вот она клака. Вот, где мой мизинец левой руки. То есть вот эта вся длина, вот видно, да? То есть видно щитки, по-другому расположены. И вот эта вся длина, это хвост. Благодаря этой длине он может легко зависнуть на ветке и при этом делать очень большой бросок на очень большое расстояние. В данном случае особь очень интересно окрашена. Цвет, все, кино не будет. Цвет зелено-бирюзово-голубо-желтый. То есть, если у вот этой особи низ такой кремово, чуть-чуть светло-зеленый, то здесь он реально практически желтоватый. Вот ценность именно... Так, а получится ли показать вам разницу? Так, ну, желательно все-таки крупную особь головой сюда не направлять. Но вот, смотрите, вот она разница в цвете. То есть малыш более классического окраса. А вот самец, который у нас здесь сейчас красуется, это вот уже, видимо, такая очень яркая, насыщенная вариабельность окраса, за что он и ценен. Соответственно, его потомство, вероятнее всего, может эту характеристику перенять. Змея очень шустрая, змея очень активная. И я смотрел, когда только начинал изучать этот вид, у многих они содержатся в горизонтальных террариумах. Ну, то есть горизонтальные террариумы — это вот они, нижние. То есть длиной метр, глубиной 50, высота 50. Но я логичность этого не вижу, поскольку древесники содержатся в вертикальных террариумах. Да, то есть у него высота 70, также глубина 50, длина метр. Но он разбит пополам. То есть чем змея длиннее, тем можно делать ей выше террариум, потому что он постоянно ползает, постоянно там круги наворачивает. И ну, вот в этом их определенный интерес. По сравнению с удавами, питонами, с королевскими, ну, в принципе, со всеми питонами. То есть именно их активность. Это интерактивная змея. В содержании никаких сложностей не вижу. В данном случае этот красавчик жрет и разморозку цыплят, и крыс, и мышей, и, ну, в принципе, все, что едят все остальные, ест и он. У них очень необычная форма головы, обалденное поведение. Они постоянно за тобой наблюдают, причем не только тогда, когда хотят есть. И за это мы их и любим. За это я и купил себе еще одну самку, а не еще одну самку, чтобы их могли полюбить и вы. Очень надеюсь, что она вырастет максимально быстрее, будет милая и красивая. А если где-нибудь найду еще взрослую особь, то и она у меня тоже появится, но если в продаже найду. Вот, чтобы и вы могли тоже насладиться этой красотищей. Оставайтесь с нами. Лайк, подписка, комментарий. До скорых встреч. Пока!